Короче, тут первый чудик. Мы в городе Босха. Это чуть ниже надо делать. We komen Joe op het einde. Ja. Met de andere artiesten. Спасибо. Не, не проспал. Ого, цветы еще цветут в это время.
Короче, мы в городе Босха, который любил рисовать ад и рай. И в городе понатыкали всякие объекты из его картин. Вот, например, тут человек в пруду, или тут как бы жираф с рогами. Рога не видно, что ли? А, да, точно, что низко камеру смотрит, сорян. Это типа город, и тут парк при въезде в город. Парковки такой. Тут везде, я даже все не знаю, но часто по городу гуляешь, там в разных углах натыканы какие-то фишки из его картин. Может тут тоже, вон, тоже гномик сидит. Задержка на YouTube большая идет. Не, вот еще обновил. Мы постараемся тоже пройти в музей. Там вокруг музея, музей, конечно, закрыт, но вокруг музея там тоже какие-то фигурки точно были. И может повезет, еще что-нибудь найдем. На велосипеде принято. Стримеры пешком ходят. Ну вот пешеходные зоны в центрах есть. Тут как бы и на велосипеде нельзя ездить. Какая-то испанская тема тоже первый раз вижу. Да, будет сразу же запрет на стримы. Так девушки во внимание привлекают, специально стали, в упор выставляют. Тут можно было билет купить, но он в рабочее время можно и подниматься наверх.
знаю, открыто это еще для публики. Такое ощущение, что сейчас закрыли. Я, видимо, не успел подняться вовремя. Народ сидит. Думаю, церковь закрыта. Да, ворота все закрыты. Nou, dat is sowieso al geen goed idee. Maar de landing is in de bus hoor. И что ты вспоминал? Ну, слава богу, хоть будет мотивация делать стримы чаще. Спасибо за обратную связь. Да, это одна из самых красивых церквей. Такая белокаменная. Ну, закрыта. Еще что-то на будущее останется. This was after Monday. She like asked me to ask her if she was okay, and I По кругу обойдем ее. Короче, тут везде тоже очень много отсылок к этому Яну. Вот, например, Ян Хайс, тут больница его названа, город назван в честь него. Вот эта церковь слева красивая, тоже в честь него. Везде отсылка к этому художнику. Ну, родной язык, все как-никак продолжаешь на нем думать, только максимум там сталкиваться забываешь и замечаешь английскими или голландскими словами.
Вот тоже прикольный объект. Опа. О, что закрыли ворота. Да, я каждое лето на даче тоже уезжал. Вообще из России в 14 лет уже уехал. И каждое лето тоже уезжал. Хотя, да, наверное, первые были там в каких-то первых классах, где девочки нравились, отличницы. Если это было в Питере. Если бы не ты, не вспомнил бы. Нормально жил в Питере. Ходил в школу. Правда, последний год в школе, сначала я был в очень хорошем классе, а потом что-то там стукнуло в голову перетасовать все классы, сделать математический класс. Ну, я пришел, я пойду в математический класс. Там каких-то гопников туда засунули. И был этот смуглый шерстистый парень. Он мне поскольку я на первой парте сидел, поднимал руку везде, хотел бы пятерки получать. А он меня выскочил, считал, и за мной сидел, и мне всегда по шее лупил. Мне шея была всегда такое чувствительное место, то есть у меня там могли... Да, ну, короче, стресса не создавал. Там, я там пару раз на него психовал, там учебнику пытался его там ударить. И вдруг учительница тоже тогда обращает внимание, как будто первый раз, ой, что ты тут учебники портишь. Ну, короче, такая полная хуйня. Короче, я был очень рад, что я съебался в Голландии, где никакого такой хуйни нету. И думал, пошла эта Россия в задницу с этими всякими, с буллингом, этими шестистами, ебанутыми гондонами. Да, наверное, подсознательно ненависть к шестистым у меня оттуда, с этого момента жизни. Не, я в школе был, да, отличником. Как бы, кроме вот, по-моему, последнего 2 года, где меня он заебывал, у меня там было, может, первые 4 появились. А так, какая-то скульптура. О, нашли еще. Так. И вода течет. Тут очень много каналов, они под землей. Тут целая как бы история, но в итоге приходилось им застраивать, использовать жилплощадь над каналами. То есть раньше же были всякие каналы были нечистотные, в них грязь всякая сливалась, все это не воняло. То есть, может, из этого тоже их закрывали. Так, школа тут. Дата-центре, может, не программист, а менеджер администратор. Так, ты... Я вообще программировать не люблю. Максимально. Приходится. Data engineering.
Вот просто можно сбить, и как по-русски. Вот это моя как бы специальность. В этой области работаю. Плюс-минус там разные ответвления, разновидности. Как бы с этого я начинал. Можно сказать IT, но это можно сказать, да. Все тогда может быть IT. Семья в основном строители. Ну, все, естественно, образованные. Да, с высшими образованиями. То есть хорошо учиться у нас было положено с ними. Все так, все правильно. И какая-то гадюка. А не концерт, а просто какая-то группа, как бы на испанском поет на террасе, там за 5 евро какие-нибудь. Не концерт, просто так вот относительно спонтанно. Может, не тематический вечер, конечно, с Испанией связаны. Но там уже затишье. Так, вам представляете? Вот сейчас прочекаем, как там внутри двориков выглядит. Вернемся обратно в центр. Здесь раньше больница была, может, до сих пор больница.
И что, лаги? Нет, все работает. Не. Не работает. Уклоняющиеся стены, чтобы больше пространства было наверху. Maar ik heb nu ook echt al mijn losgeld dat ik kon vinden op mijn kamer heb ik uitgezet. Страна мечта велосипедиста, согласен. Прикинь, прямо на канале жить, рыбачить из окна можно. Ну, я не знаю, насколько тут экологически чистая рыба. Хотя тут рыбачат просто как это... О, надо здесь пройтись. Потом попадем на большую площадь. Да, типа ловят его и сразу же отпускают, как типа спортивное хобби. Нет, дел никаких нет, просто чисто ради стрима приехал. Сегодня даже платно парковал. Даже с расходами сегодня. Инвестировал. Кстати, здесь вообще был, я здесь первый раз, мне кажется. Нет, я здесь был. А девчонка-то в больнице. Mijn ding was meer van, ik is ook wat eens gaan bellen, dus van, ik heb er wel een Nadia, die mensen mee. А девушки косячки будут курить тут. Kijk, echt geen probleem mee als er meer mensen komen als ik maar zeg.
Ай, Sorry. сессия. О, тут что? А, вон тоже какая-то картинка с картины Босха. А, смуглые голландцы, все правильно. О, здесь какой-то новострой. Это еще недавно всего не было. Что-то снесли явно. И построили вот такое какое-то квадратное что-то. А тут еще что-то старое осталось. О, блин. Пойдем на площадь большую. Обратно. Город Хертогенбос. В титуле стрима название города. Хертогенбос. По центру гуляем. Есть какой-то новострой внутри центра. Устроили. Да, город Босха, все правильно. Нет, очень красивый город. Там можно, чтобы больше церковь проходили. Потому что иначе очень далеко пешком идти, или на поезде надо было бы ехать. На поезде я бы еще позже приехал. Правда, очень долго мучился, особенно со стримом, стрим включить, чтобы камера работала. Долго ебался, пока не понял, что USB кабель галимый. Вон, тут нормальная, живая улица. Никакой не захолустье. Большая площадь. Ну, я просто показываю маленькие такие улочки уютные, которые как бы не всем туристам известны. У них особая атмосфера этого Босха есть. А всякие вот эти места, вот здесь я выхожу их в Google, если вбить, так в Google тоже будет. Это стандартный контент. А вот и сам герой Иеронимус Босх. Прожил 66 лет. Ну не знаю, я посмотрел по карте, там мне показалось далеко идти, я там маршрутов не знал, а так я знал, что при парковке в красивом месте сразу же можно стрим начать. Красиво, тут что-то починить надо. Вон старый дом ратуши, как бы старая мэрия, где сейчас мэрия, я, кстати, не знаю. Может, до сих пор тут.
Ну, обычно, конечно, слишком маленькая. Сейчас в мире гораздо больших. Голландия тоже любит чиновников разводить. Вот у нас какие-то куклы есть наверху. Это видно на большом телевизоре. О, кстати, могу... Как бы пройтись, даже не знаю, в какую сторону идти. Ну, как раз маршруты в голове. Пойдем сюда. Печеньки для обкуренных туристов. Ну, видимо, он тут жил, трудился, и как-то как бы решили в честь него посвятить очень много названий в этом городе. Сможешь его переименовать, надо Википедию изучать. Ну, вам проще, наверное, Википедии вбить. Если я буду в Википедии... Ну, я могу, конечно, подготовиться. Это тоже такой урок на будущее. Если я, наверное, опять сюда с ним приеду. Хороший экскурсоводы на эту историю. Пойдем по этому дорожке. Там тоже должны быть бабочки всякие. Такой тоже атмосферный магазин обуви. Ух ты. О, блоги записывают. О, еще тут народ чилит. Шикарно. Ой, тут все сидят. Да, когда хорошая погода, народ вылезает. Стоит дожди пойти, все сбегаются по домам смотреть стримы. Не, мне не то русского гражданства. Мне думаю, мне сейчас ничего нельзя в России покупать. Какие там последние законы. Типа есть даже квартира, я не могу ее нормально продать в России из-за этих таких законов. Ух ты какой.
Макулатуру собирают. Так, мне сейчас подруга скинула видосик про то, что происходит в Польше. Так. Животных спасают. Да, очень печально, очень грустно. Ой-ой, холодные, мокрые. Да, очень грустно. А, отблики, ничего не видно толком, ну ладно. Да, они, по-моему, завтра макулатуру будут собирать явно. Такой ресторанчик. В Польше там историческое большое потопление. Народ так висит. Да, этот снегопад в Австрии, он усиливает потопы в соседних странах. Ой. Тут прогулки есть на лодках. Блин, тут аппетитно пахнет. Очень вкусно, аппетитно пахнет. О, здесь следующее место. Отсюда пришли. Такой тут видосик, вид.
О, лодка прогулочная идет. Слушай, знаменитый. Ну, потому что малоэтажка не угнетает, более уютно в малоэтажке. Вы даже Варламова послушаем, тебе то же самое скажет. О, следующая лодка поехала. В этом в Роттердаме там новостройки, потому что во время Второй мировой войны центр весь разбомбили, там ничего не осталось. И плюс много людей живет. А в других городах по внешним, как бы не в центре, а по внешним частям города многоэтажки. И там, где строили муравейник, как в России, то есть в некоторых городах, там как бы считается уже менее благополучные районы, больше социальных людей, малоимущих живет, то есть проблемные районы. То есть стараются особенно не строить таких уж очень муравейников, потому что знают, что ничего хорошего в долгосрочке не будет. Колбаска. Я покушал в этот раз, потому что не с офиса, а из дома. Я хорошо покушал перед тем, как идти. То есть максимум выпить воды какой-нибудь. Я воду тоже не стал брать, потому что тяжело. Ну, спина устанет. Воду таскать на себе. Лебеди, кстати, плавают, или это гуси? Нет, это на гуси все-таки. Сейчас мы прогуляемся до центральной станции. О, люди еще плывут.
на ту инсталляцию. Привет, Аи. Что за полиция собралась? Что случилось что-то? Меня, наверное, защищает, чтобы со мной ничего не случилось. А корабль, я думаю, тут Сливку объезжал. Вопрос. То есть корабль, он отшвартовал от того места, где ресторан был. Вообще прикольно. Написано здесь место для всех. Здесь попал в объектив. Да, попал. Нет, тут пейджер вообще никого нет. Тут же пейджеры 90-е годы. Эти же маджахеды переходили на пейджеры, чтобы их там Запад не прослушивал. Хотели там ради безопасности и вот такую вы получили безопасность обратно. Так, надо здесь подснять. Типа символ, эмблема этого города — золотой дракон. Тут автобусная остановка, станция рядом с железной дорогой. Да, Радужный перегон. Теперь у нас это модно. Уже пару лет так практикуют в разных городах. Носков место занял.
Weet je, alles wordt. Je wil maar net Конечно, модно. Beste reizigers, de Intercity naar Eindhoven Centraal, Helmond. Well, they heel erg aan Eindhoven Centraal, Helmond. Тут какое-то министерство. Юстиция, как же это, правосудие. Или прокуратура. Министерство прокуратура, я так думаю. Или правосудие. Да, велосипеды бесплатно парковать. Никогда не видел платных парковок велосипедов. Главное, тебе там выдают еще код. И только ты можешь велик забрать по этому коду. И, по-моему, всегда это раньше было бесплатно.
Да, с этой станции Новострой. Вот там люди свои садики просто, балкончики. А под нами парковка, под этой водой. Тоже парковка, да, двухъярусная. В принципе, очень много подземных парковок в Голландии для экономии места. Но не дешево. Если там пару часов постоять. Не в днях. Здесь мелко, здесь, по-моему, не знаю, я думаю, может быть, не, вряд ли тут что-то плавает. Думаю, здесь в основном утки. Хорошая печурка, и года 3 назад купил этот дом. Его, конечно, там... на каналах. Ну да, мы вчера в Бреде же гуляли, парни там на канале ловили молодые. Я не знаю, отпускают они или кушают их. Среднестатистический голландец, который ловит, он просто сразу потом отпускает их. То есть они не будут уху делать. По крайней мере, мне такие примеры неизвестны. Ой, здесь такой вид, они как бы железно облицованные, эти дома. Наверное, солнце отсвечивает. Здесь институт расширяет, то есть там напротив института у него несколько зданий, и еще строят новые здания для института. Вообще, ну это не университет, а как бы чуть по... Здесь академическое образование, и не руками, а такое среднее, среднее высокое. Выпишу штраф про ловлю. Фишка в том, что, в принципе, совсем официально по правилам жить, то надо иметь разрешение на ловлю рыбу. Ну, у детей, которые я вчера в Бреде видел, есть у них разрешение? Я очень сомневаюсь, что у этих детей есть разрешение. Поляков видел, в лесах ловят рыбу, у них тоже разрешения нету.
То есть, если есть желание, то можно подкопаться. Может, мороженое слопать? Для этого милкшейка что-то хочется. Hey Peter, jongen. Ай, Hoe is het hier? Ik ben er nog. Jij ook. Hi. ай, mag ik milkshake erbij? Ja, tuurlijk. En milkshake erbij? Ja. Ja. Doei doei. Maar bij milkshake? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Да, кайф мне среди лесов жить. Свежий воздух, кислород, полезно. Одеваем солнечные очки. Тут вдруг появилось солнце. Сейчас минут через 5 будет начнутся интересные локации. Все стройки какие-то. Где комаров нету? Здесь бывают комары, но пока они что-то не особенно не заебывали. Все последние стримы стримил на этой неделе, ни один раз я не подумал, что о каких-то комарах. Сейчас стримил по вечерам вдоль воды, в стоячих каналах.
с этой башни хороший вид на старый центр. Весь город на ладони. Спасибо, Макс Майор, там за мотивационный спич. Ну, такие уточки. Ну и все. Так, как бы горло тебя не заболело после таких милкшейков. No idea was recommended to me to watch, but this is nice and peaceful. Keep it up. No, thank you. Maybe you like walking streams or just walking recording. Yeah, this one is live. Yeah, it would be nice if you subscribe. So we support here Dutch language as well as English and Russian. I started to stream this week, so yeah, actually a little bit early in Ibiza in Italy, but really solved some technical issues this week and started streaming every day from different Dutch cities for now. Maybe in weekend some bigger cities like Amsterdam or even Belgian cities like Brussels, Antwerp. It's on an agenda. While it's still not raining, we'll try to get the most out of this weather. I was a little bit late with streaming this season.
Hey, Skif. How are you, Skif? So here we will be crossing the railway through the bridge, which is full of such green stuff. And maybe we'll be also seeing some pre-sunset skies, which are lovely. Да, Скиф, от тебя учусь. Ты тоже там девочек на себя подписываешь. Нам их работаешь над ними, обрабатываешь вообще. Вчера смотрел. Именно с точки зрения как общения с подписчиками. Такого у этих больших зажравшихся блогеров не увидишь. Им-то уже все по барабану. Типа, буду слушать вас только за донаты. У тебя вообще там выстреливает, конечно. Все больше и больше уже такой экспоненциальный рост, по-моему, начался на канале. Вообще, можно поздравить тебя. Это все-таки где-то на Питере у тебя тут пошло вверх. Ну, было несколько, конечно, толчков. Там сперва с той оторвой в Батуми, тогда вся наши подключились, тебя начали смотреть. Все заговорили там у других на канале, что там вот у Скифа то-то, вот он завез. И потом уже свай, собственно, видишь, пошел. Не знаю, которые видосы ты выкладываешь, они тебе много приносят или нет? Мне, как ни странно, много пришло на Kia презентацию, новый Kia. Ну, это такое, конечно, трендовая тема. Oh, need to put camera a bit lower. Didn't realize. I think now it's better. Yeah, now it's better. Да, кстати, румтур, я коротко перед своим стримом завидел, что это стрим румтура, и был очень рекордный онлайн у тебя. Там чуть ли не 50 человек, то есть это вообще уже Майорова перепрыгивает, Кэпа перепрыгивает, всех перепрыгивает. Только там выше только новики и луки остаются. Да, то есть, ну, может, даже выше был онлайн. Напиши, какой у тебя там был рекордный онлайн сегодня на румтуре. Ну, это какая-то знакомая уже вроде, мне так показалось. Ты ее давно уже знаешь. Ну, недавно, какое-то время. Я посмотрел, но я уже сам выезжал на свой стримчанский. Вот, тут тоже какой-то движ. Ничего себе.
Так, заснимем здесь вид. Вообще. Видео из Камларки, из Польши. Ну. Ну, тут можно прогуливаться. Давай-ка спустимся. Здесь не знал, что есть такая тема. Какая десятка, не знаю. Мне Каролина посылала сообщение. Не до десяток было. Что, надеюсь, стрим не сдохнет? То вроде бы одна полосочка исчезла. Совсем плохо будет, кричите. Тут под мостом могут залагать. Не, я чуть немножко от центра отошел. А так там в центре было. Мы минут через полчаса буду опять через центр проходить. А сейчас пока вот какие-то тихие места. Так, а не знаю, стоит мне туда идти дальше. Там уж совсем уже от города идет. Лучше здесь наверх подняться. Иначе я так и буду идти, непонятно куда. Это собак реально выгуливать. Так, надо будет сейчас сделать кружок и вернуться в город. Как раз через эту природу пройдем. Это будет скоро слева. А, вам не видно площади? Вот тут площадь. Это въезд в город, можно сказать.
О, что-то с изображением пошло не то. Maar het is wel een goeie, dat weet Так, есть изображение? Нету. Должно быть. Все появилось. О, какая-то переправа. Типа рукой, себя рукой, это заодно фитнес упражнение. А на море, Слава, не съездишь? Франция там на юга европейские. Да, я думаю, там во Франции одно красивое место. Но это... Не знаю. Только с Каролиной, когда вернется. Там типа это Сан-Мишель. Это такой остров, который там погружается в воду. И потом отходит вода от прилива. Там красивые регионы, красивое побережье. Туда надо съездить, можешь постримить даже. Как раз туда попадался на видео в YouTube. Подумал, вот надо точно съездить туда. А это, как вы видите по пушкам, это все тут идет оборонительная стена города. Так осталось до сих пор. И голландцы защищались с юга от всяких французов, например, может, от бельгийцев, в первую очередь от французов, и затопляя поля. То есть, если враг подходил, просто затопляли, и все, никто к ним не подходил. И вот эта вся зона, которая сейчас для природы отведена, она была тоже, именно функция ее была, чтобы, если что, надо затопить ее. Вот это поле, ой. О, а вот там красивые закатные пастельные тона стали появляться справа. Ого-го. Но обратно я туда уже не хочу идти, просто вот отсюда вам покажу. Просто отсюда.
В Польше там на юге затопления большие, как бы больше, чем там за 100 лет. Да, много людей там решил из домов. Ну, катастрофа, короче. И также там, и, по-моему, и в Румынии, и в Словении. То есть там вся Восточная Европа в катастрофе. Все затопило. Плотины прорвались. И все еще это поднимается. То есть я сегодня новости смотрел, еще говорят, что как бы что в каких-то местах может опускается, но в принципе в других местах поднимается. То есть опускается, поднимается. Еще нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась. А там явно точка, люди смотрят закат. Хоть туда пойти, я хотел уже в город идти. Но сделал маленький круг, чтобы здесь разнообразие было. Еще прогулки на лодках организуются. Каролина не очень ее радует стримы. Это, в принципе, поэтому так и долго длилось с каникул, когда я опять начал стримить, потому что Каролина не очень это радовала, эти стримы, напрягают ее попадать на камеру. И вот она сейчас уехала по делам, и я тогда как бы опять очень активно занялся стримами. Вот надо церковь здесь подснять будет, и потом вернемся на тот пятачок, посмотреть закат. Может, не получится. Может же тюрьма, кстати, задняя часть. Протестантская явно по дизайну.
И протестантские церкви, они более строгие, чем католические. То есть север Европы, можно сказать, протестантский, а юг он более католический. По Голландии тоже идет граница. Там южнее рек, центральных рек, там есть карнавалы и католические церкви. Здесь тоже считается юг, но вот есть протестантская церковь. На севере больше протестантских, здесь это больше редкость. Так, вот тут сейчас интересный видочек будет с канальчиком. Вот, смотрите, вот так вот над водой построена церковь. И сейчас пойдем направо, опять видим на тот пятачок, откуда должен быть красивый закат. Сейчас, думаю, уже будет как раз в самом разгаре. Ой, блин, а мне там попало хотя бы это на камеру? Нет, нормально не попал, надо вернуться. Наверх была затянута камера, не понял. Сейчас заснимем еще раз кадр. А тут вот даже машины паркуют. Я так видел парковку. Там вон гараж есть. А вот здесь вот они ставят машину. Вон, смотрите, как вот они тут въезжают, как они паркуются. Каким надо быть мастером, что туда машину припарковать. Вот такие подходы. Вот там тоже выход к воде. Что ж, чуть-чуть вернулись. Вот там тоже канальчик, я вижу, идет. Ну, наверное, если город на каналах построен, там никакая сырость идет. Плесень. А с другой стороны, зимой, по-моему, наоборот, от воды тепло идет. Хотя, если она промерзает. Вот, я не знаю, может, это закон больших вод, не маленьких каналов, но Финский залив, Петербург, он там зимой, от него от этого летом более прохладный, и зимой, наоборот, теплее, не такой острый климат. То есть зимы в Питере более мягкие, чем, например, в Москве. А въезд в гараж. Круто, правда? Такая улочка. А тут люди обеспеченные живут. Сами все.
А вот тут мы сейчас фасадную часть той тюрьмы будем проходить. Вот такой вход в тюрьму. Нормально, правда? А вот эти вверх. Ну, здесь нет. О, красота. Тут много народу собралось смотреть прокат. О, солнце уходит за здание. Ух ты, какой он большой там. Ё-моё. Ё-моё, хорошо. Да, делаем посадку тут.
Я не специалист деревьев, не знаю, что за деревья. Да, Петр Первый был в Голландии, изучал тут кораблестроение. Слово тоже завез. Например, дурак — это голландское слово, старое голландское. И тут больше оно значение имеет дурной весельчак. Так, мне кое-что в телефоне тут поднастроить, секундочку.
ganz anderes Leben für die Bewegung. Jeden Tag kommt getragen, super ausgegangen, die Hausgebäude und Büro. Aber Business Class ist normal und First Class ist da, wo du schlafen kannst. Ja? Aber wo musst du eine Verfügung? Kommt drauf an. Viele Airlines haben mittlerweile das Business Class. Da war es ja gesagt, das war das ist First Class. Die meisten Leute, die meisten Basis, auch nicht nur auf die Nachfrage nach Sitzen machen, auf First Class, und wird auch Tage als Reise, aber viele sagen, ja, 10.000 Franken ein Problem. Das ist nicht mehr gemacht. Das ist privat. Genau, ja, aber die meisten Feiern haben auch irgendwie Lufthansa. Ich glaube, Lufthansa ist First Class. Also, die Vergleiche. Was wir gehört haben, ist nicht die Frage, oder Frage irgendwie, aber es ist wirklich so Fragen in Lufthansa, Premium Airlines, wir haben Kosten. Das ist nicht auf allen Langstreckenflügen gibt es das. Das ist auch so. Das braucht man, ja, um zu sagen. Der Wert ist, der dahinter steckt, kann man auch nicht brechen. Genau, ja. Das ist eine gute Frage. Wenn vor raus ist irgendwie, rechnet sich nicht direkt, aber es steckt wieder. Genau. Ja, ja, ja. Nein, man konnte sich auch außen, weil das noch nicht gut ist, die Sache. Da konnte man auch einstellen für Wechselbetrieb oder da konnte ich Alter, das war so wild. Wir sind geflogen, also wir sind geflogen, 7 Tage, ja, dann sind wir 5 Tage oder 2 Tage nach Schweden gefahren. Так, проверяем чат. Nein, die Mission war Hannes ist der Sohn von dem Präsidenten. Ja, und ich wollte immer nach den USA. Und dann habe ich gesagt, hey Hannes, ich fahre zu. А, музыка. А, вот знакомый сейчас скинул музыку, сейчас могу поставить. Послушаем, что он за музыку написал. Наверное, какая-нибудь долбежка. А я могу наушники одевать? А, тогда не будет, наверное, слышно. Да, колонок не взял. SoundCloud можно зайти. SoundCloud.
слаться. Е это есть чё. Ж это наджив. З это зель. Л это лови. М это мотор. Н это нори. Р это разбить. З это снимали. В это вторяк. Ж это жижали. З это земля. А и Б сидели на игле. 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 А это аптека. Б это бабки. В это вакцины. Г головники. Д это диагноз. Ja, das ist jetzt, oder? Ja. Genau. Ja, das habe ich wieder auf der Top 10 Softheitserlebnisse. Holy shit. Hier, das ist super cool. Das war wieder auch gut. Mit dem Bach. Das war das. З это узнал. Н это накрылся. М омуевал. П это проткнули. З это струнул. Р это разрыв. О Я рыбалкой не занимаюсь, не моя тема. Это к Майорову рыбалка. Очень, очень скучное занятие. Так, один знакомый просил, чтобы я его трек поставил. Als we merken dat iemand bang is voor de dood, dan blijven we wel proberen om iemand er echt bij te betrekken. In welke situatie dan ook. Отлично. Б это берет. В это втирали. Г это бери. Т это дослаться. Е это есть чё. Ж это наджив. З это зелень. Л это ловили. М это мотор. Н это нори. Р это раствор. З это снимали. В это вторяк. Ж это жижали. З это земля. А и Б сидели на игле. 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 А это аптека. Б это бабки. В это вакцины. Г головники. Д это диагноз. З это узнал. Н это накрылся. М омуевал. П это проткнули. З это струнул. Р это разрыв. О это возьми. Т это стругался. Г это каркас. Ж это чернушка. В это финал. Видом большая пушка? А, надо не слушать. Пушка.
Да, бомжи все выгребли, все правильно. Я поздно пришел. О, а что-то я прошел этот музей, получается. Блин. Też jeden.
Привет, Сергей Николаев. Вот сегодня магазин открыто поздно. На Твиче забанят за такие обзоры. Да с камеры тоже не захватят запускать. Блин, я хотел музей этого Босха найти. Он, по-моему, в другой части, значит. А, он там. Я вспомнил, где он. Да, мы не в той, я не в той части есть. Пойдемте выйдем на главную площадь, потому что мы туда уже не вернемся.
Yeah, the problem was that you had such a little bit of home. Торговые центры, где-то, да, как столовая.
Да, просто немножко от центра тоже отхожу, что более, мне кажется, такие интересные места, где я еще сам особенно не был. Просто, ну да, город не студенческий, четверг. Тут народ какой-то. Там сидят, тусят в кафешках. Вообще напрасно здесь пошел. Не знаю, прогуляет. А, я уже понял где. Здорово, Артем Бородин. Я стримлю, у меня телефон для раздачи для интернета и для чата, для музона, а стримлю я DJI Pocket Osmo. Сейчас напишу в чат. Да, как сложно печатать. Вот эти девчонки так сидят там. Кстати, на камере, на изображении лучше видно, чем в настоящей жизни. Мне глазами темнее, а на камере все четко. Так, сейчас я даже переставлю на... Нет, не перегревается. Я слышал в самом начале, когда я ездила на рынке, она перегревалась, когда ее ставишь максимальную резолюцию 4К или то ли на 30, или на 60 фреймов.
и тогда она может перегреться. Она, когда для стримов, она мне в вебкам mode уходит. И это резолюция всего 1080, а 30 или 60 фреймов. Я использую 30 фреймов. И вообще не перегревается никак. И плюс еще, конечно же, апдейты были, firmware. Сейчас мы, Алексей, если ты там еще в чате, я иду в сторону музея Босха, там будут еще фигуры. И это, после этого я буду уже заворачивать стримочек, потому что уже все мы остальное видели. Еще есть форт, можно будет на машине до форта доехать, до главного. Не знаю, как там все будет. О, что за тачка? Макларен, по-моему. Не успела камера снять. Официально 8 часов рабочий день длится. На практике чуть меньше. Так, там тоже фигурка. Я подозреваю, что вон там под фигурка. Ну вот сейчас, конечно, уже ничего не видно. Может, вам там что-то может не сказать. Я подозреваю, что вон там под фигурка. Ну сейчас, конечно, уже ничего не видно. Может, вам там что-то может не сказать. Но мы идем к музею именно Босха. Он там уже вблизи.
А, тут может быть уже. Блядь, как уйти из зума? У меня полная хуйня. О, все. Только тут даже внутри, не, по-моему, сад закрыт. А, нет, еще открыт. В этой церкви его музей. Ну, что-то, видимо, это может сбоку это были какие-то фигуры. Что-то помню, что-то было на улице. Сейчас попробуем пойти посмотреть. А они, кстати, если я за машиной пойду, она под землей, там мне связь упадет, стрим упадет. Ну, чисто жилой квартальчик. Никаких скульптур. Тут такие типичные дома, наверное, 30-х годов. На скидку. То есть им 100 лет. Вот если у людей идет ремонт, они должны спрашивать у мэрии разрешение, и чтобы ставить бак такой. Бак, ну вот эту железную штуку, туда кидать строительный мусор и вывозить. И надо, да, разрешение получить там. Архитектор должен это все заверить.
А, не, вон там есть какая-то скульптура. Там есть скульптура. Здесь когда только все проедут все. Вон какой. Так, может его подсветить? Вот так вот. Вот под этим водоемом тоже парковка зафигачена. Вот и все. Тут снизу парковка. Конкретно в этом месте. Под водой. И не течет там. Да, 600 лет назад этот босс жил. А вон тоже лебеди запросто могут быть спать, потому что не побольше вдвоем, в небольшом количестве. Глубокобосха. А вот, собственно, я вернулся к парковке. Я, наверное, вырублю стрим, потому что иначе будет лаги. Там нету связи в гараже.